Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы вяжем вот такие красивые модные варежки. Никого они не оставят равнодушным. Очень теплые, мягкие, классные и красивые. Для вязания варежек нам понадобится один моток пряжи Lanagata Super Soft, мой цвет 204-39, стопроцентный меринос, на 50 грамм 90 метров. Она идет компаньоном к нашей основной пряже Curly Alpaca от Knit Me. Здесь на 50 грамм 85 метров, цвет KC08. Посмотрите, какое отличное сочетание получается у двух этих мотков. Я вяжу на обхват ладони 18 сантиметров. Начинаем вязание с манжетов. Вяжем из мериносовой пряжи в 2 нити. Обычным способом на носочно-чулочные спицы номер 5 набираем 36 петель. Я набираю петли на 3 спицы. 12 петель набираем на первую спицу. Подводим вторую спицу и продолжаем набор. Также набираю 12 петель на вторую спицу. Подводим третью спицу и набираем 12 петель плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Сейчас на спицах 37 петель. Соединяем вязание в круг, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, то есть с первой. Накидываем на нее петлю с правой спицы, то есть с третьей. Замкнули наше вязание в круг. Возвращаем соединительную петлю на левую спицу. Берем четвертую спицу и начинаем вязание резинкой 1 на 1. Одну петлю провязываем лицевой, первую петлю мы провязываем за заднюю стенку, одну петлю провязываем изнаночной. Все остальные петли вяжем за передние стенки. Одна лицевая, одна изнаночная. Довязываем петли с первой спицы, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И переходим ко второй спице. Продолжаем вязать резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Довязываем петли до конца ряда. Конец ряда у нас там, где хвостик. Начинаем вязание второго ряда. Над лицевыми вяжем лицевые. Над изнаночными изнаночные. Лицевые за переднюю стенку, изнаночные за заднюю, чтобы петли у нас не скрещивались. Всего провяжем 14 рядов резинкой 1 на 1. Я провязала 14 рядов. Длина манжета получилась 7 сантиметров. Подводим к началу вязания 2 нити пряжи альпака. И сейчас нам надо уменьшить количество петель, так как плотность вязания из альпака отличается от плотности вязания из мериноса. Мы провязываем одну лицевую. Далее 2 петли нам надо провязать вместе. Разворачиваем первую петлю, провязываем 2 вместе лицевой. Снова 1 лицевая. Разворачиваем первую петлю, провязываем 2 вместе за задние стенки. 1 лицевая. Разворачиваем петлю, провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Лицевая. Разворачиваем петлю, провязываем 2 вместе за задние стенки. Таким образом, будем уменьшать количество петель на каждой спице. На второй спице провязываем лицевую, 2 вместе. На каждой спице у нас останется по 8 петель, то есть всего в итоге останется 24 петли. После этого ряда с убавлениями провяжите 9 рядов лицевыми петлями без убавок. При вязании из кудрявой пряжи с альпака очень трудно считать ряды, поэтому где-нибудь прям себе помечайте: я провязала первый ряд, я провязала второй ряд и так далее. Мы провязали 9 рядов. Теперь нам надо разделить петли таким образом, чтобы на первой спице осталась половина всех петель. То есть на первой спице должно быть 12 петель. И для удобства вязания 6 петель на второй спице и 6 петель на третьей. Перекидываем петли, распределили все равномерно. В следующем ряду
нам надо вывязать отверстие для большого пальца. Петли с первой спицы делим на 3, получается 4 петли. Для одной варежки закроем 4 петли в начале ряда, для второй 4 петли в конце ряда. Возьмите небольшой отрезок нити контрастного цвета. Сейчас будем вывязывать отверстие для большого пальца в начале ряда. Провязываем 4 петли этой нитью. Возвращаем эти петли на левую спицу и провязываем эти же петли нашей основной рабочей нитью. Далее довязываем ряд до конца по кругу. Сформировали будущее отверстие для большого пальца. Далее будем вязать такую длину, чтобы она закрыла мизинец. Я провяжу по кругу 13 рядов. После того, как провязали нужную нам длину, приступаем к закрытию варежек. Будем делать убавление в начале и в конце первой спицы и на второй половине в начале и в конце. В начале половинки всегда будем провязывать одну лицевую, далее 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваем 2 петли, провязываем их вместе лицевой за задние стенки. Далее вяжем лицевыми до конца первой половины, до конца спицы, не довязывая 2 петли. Эти 2 петли провязываем лицевой за передние стенки. Получилась петля с наклоном вправо. Переходим на вторую половину. Делаем все то же самое. В начале половинки провязываем одну лицевую. Далее 2 петли разворачиваем. Провязываем лицевой за задние стенки. Довязываем петли лицевыми до конца половины, не довязывая 2 петли. Их провязываем лицевой за передние стенки. Следующий ряд у нас без убавок. Такие убавления будем делать через ряд. Сейчас один ряд провязываем просто лицевыми по кругу. И в следующем ряду снова делаем убавление. 1 лицевая, 2 петли разворачиваем, провязываем их лицевой с наклоном влево. Далее вяжем лицевые. Последние 2 петли половинки будем провязывать лицевой с наклоном вправо. На второй половине то же самое. В начале половинки 1 лицевая, 2 петли вместе. И в конце половинки тоже провязываем 2 петли вместе. Затем снова вяжем ряд лицевыми без убавок. Затем снова ряд с убавлениями. И таким образом будем вязать, пока у нас на спицах не останется 8 петель. После того, как осталось 8 петель на спицах, нить обрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через наши петли. Затягиваем, уводим нить наизнанку и с изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик, уводя по задним стенкам петель. Вторую варежку вывязываем аналогично, но помним, что петли для больших пальцев вывязываем в начале ряда и в конце ряда. Нам осталось сформировать большой палец. Сейчас нам надо аккуратно распустить нашу красную нить, не потеряв ни одной петли. Поднять эти петли для формирования большого пальца. Для начала я ввожу спицу в нижнюю часть петель. Здесь у нас будет 4 петли. Сверху нам надо не потерять 5 стенок петель. Начинаем потихоньку распускать нашу красную нить, одновременно вводя спицу
верхнюю часть петель. Чтобы ни одной петли не потерять, просто следуем за направлением красной нити. Итого снизу у нас должно быть на спице 4 петли, сверху 5. Подводим к вязанию 2 нити альпака. Провязываем 4 петли с первой спицы. Сбоку здесь я доберу одну петлю, чтобы у нас не было дырочки. Далее провязываем петли со второй спицы. И здесь я доберу еще 2 петли, так как общее количество петель должно быть четным. Всего на спицах сейчас 12 петель. Распределим их равномерно и начинаем вязать на нужную нам высоту. Я провяжу 10 рядов. После того, как провязали нужную длину для большого пальца, провязываем по 2 петли вместе, уменьшаем количество петель. Просто 2 вместе, 2 вместе лицевой, 2 вместе. На второй спице то же самое. Нить отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через наши петли. Затягиваем и уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляем, прячем хвостик и точно так же вывязываем большой палец на второй варежке. После этого варежки отправляем на ВТО. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Классные, красивые, модные варежки готовы. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.